Торговые трюки. Здравствуйте, дамы и господа. Мне очень приятно находиться здесь, как и сколько-то лет назад, когда я встретил человека, который представил мне ряд хороших прогнозов по фондовому рынку. Один из таких прогнозов была вершина 1987 года. Прогноз, который я записал в свой дневник, оправдался с точностью до одного дня. И дно рынка с такой же точностью. Следующий прогноз приходился на 10 февраля 1988 В тот момент, когда я выступал в студии в 89-м, прогнозы были уже опубликованы в газетах. Австралийский рынок должен был достигнуть наибольшего значения за несколько лет, уровня 1855. Я хочу показать вам, что фактически произошло после прогноза. 26 сентября 1989 оставалось всего 7 торговых дней, и рынок был далек от цели. Все говорили, что Боуден ошибся. Через 7 дней рынок вырос на 199 пунктов и достиг отметки 1855. Боуден прогнозировал значительную вершину с последующим разворотом и паникой на рынке. Так рынок резко шел вверх. Along comes October the 3rd, and it had a big rise on that particular day. In fact, it was nearly there, and this was the day that he'd forecast. On the next day, which was October the 4th, unbelievable, the market actually advanced 199 points in 7 days to top at 1855 exactly. Now, being that as a forecast, now what it had to do is it had to come down. His next forecast that he'd given that there would be a major top due on the 3rd of October with a reversal and panic in the market. This was published in Research Technologies newsletter. Подписано то, What actually happened after that? Боуден прогнозировал 3 октября разворот и панику. World markets braced for Black Friday shockwaves. The markets around the world sort of basically crashed. And after the October 4th top, which was 1855, that was as far as the market got. На следующий день газеты писали, что рынки во всем мире начали падать. После очередной вершины 4 октября рынок начал стремительно падать, что в точности соответствовало прогнозу Боудена. Thank you very much, Stuart. Well, it is 5 years since we made the Safety in the Market video series. Спасибо, спасибо. Прошло уже 5 лет с тех пор, как мы записали наш курс. What has happened on the Australian share market as well as markets around the world in that time. Firstly, I'll run you through a series of slides which will give you the various stages that the market has been through. Then we'll get out a working chart from an incubator. Вступительное слово насчет того, что мы посмотрим слайды. Я вам много чего расскажу. Показывает вырезки из газет, в которых печатались прогнозы, и пересказывает, что в них было написано. В 1993 году он давал лишь 3 прогнозных даты. Одну вершину и 2 дна. Причем одна из них 16 января 1991 пришлась на начало войны. And I said that the squarings came out on October the 4th, and also I gave you the 180-degree date as October the 4th. But in 1988 I wrote October the 3rd. I can live with either because I was right on the price. But as we work our way through this, you'll see this wasn't the only forecast that worked out spot on. There we have the article from November the 16th, 1988, and then later
we say on August the 30th, 1989. Вот у нас дата 16 числа, затем у нас 30 августа. Он писал письмо посетителям его курсов и говорил о том, что будет разворот на рынке. За 3 или 4 недели до этой даты состоялась пресс-конференция Буша, то есть за 3-4 недели до 16 января, на которой было объявлено начало войны в 12 часов по Вашингтону. Это было 4 часа по австралийскому времени, то есть то время, которое предсказывал Голден. It's interesting to know that's the only panic I called for 1989 or thereafter, and the market has held together, you might say, reasonably well. There's October the 1st, 1990. Вот 1 октября 90 года он написал письмо о том, что нужно внимательно смотреть на там какую-то дату. Of the 3 dates I published, one was the ultimate top for 1989. Stuart's told you earlier about the top for 87, the low for 87. Once again, we both bought our houses off my call for the low in 1988. Well, the next numbers, the next date Теперь он перечисляет ряд дат, которых он говорил и которые нужно было наблюдать. Now, that was the date for the Gulf War. It's also the low. Опять же, все даты основаны на time by degrees, то есть деление года на градусные отрезки. That's just some of the articles, of course, that were written about the Gulf War that was coming up. It was interesting. I'd actually nominated 4 o'clock in the afternoon as the exact time of the low, and I did that 3 or 4 months before the actual thing came in. And then about 3 or 4 weeks before the date was due, President Bush, in his wisdom, and it certainly helped my career as a public speaker, announced that they had to nominate an exact time, sort of where if Saddam hadn't withdrawn from Kuwait, he sort of had, you know, crossed the line in the sand. And he said, we'll make it 12 o'clock Washington time, which is exactly 4 o'clock Australian time. And I've nominated that exact time as the low. Well, of course, the whole world built up in the pressure situation. Markets right around the world. О том, как он узнал про ситуацию с началом войны, Dow and the S&P all collapsed in the first part of January, and our market lowered right on 4 p.m. January the 16th. Now, I had Research Technology watching the time for me, and they swear that it lowered at 3:59. I've always said their time's a little bit out, but anyway, that's their story. That gives you some idea of the rundown from 1989 to 1991 January the 16th. В общем, это был лоу 16 января 91-го. And of course, we were there trading. И он предсказал это за 4 месяца. Now, this takes us up to 1992, which was Весь мир трясло после объявления войны. И он проанализировал и предсказал следующий пик 6 января 1992 года. Рынок вырос в течение 12 месяцев на 719 пунктов. Мы будем проводить расчеты по мере нашего продвижения по графикам, но на рабочих графиках мы будем разбирать все более подробно. Это лишь беглый экскурс по второй половине наших курсов. После вершины в январе 92-го рынок сформировал дно в апреле 92-го на отметке 15.34. Затем снова вырос до 17.12 25 мая. Трейдеры были уверены, что вершина января 17-19 уровня. И эта вершина сформировали двойную вершину.
Если бы рынок начал падать, то я бы предположил, что он опустится до уровня, который мы рассчитаем, умножив последний диапазон, который сформировал двойную вершину, на 200%. То есть 200% от предыдущего падения. И рынок точно упал, снизившись на 370 пунктов до уровня 13.41. Это было ровно 200% от двойной вершины. Это является подтверждением правила разворота. По 5 правилам у меня было подтверждение разворота тренда. Я говорю про 200% движение от двойного дна или двойной вершины. Я опубликовал прогноз в 1991 году, и через год он оправдался. Австралийский индекс и пшеница, и S&P достигли своих пиков. Но об этом позднее. Давайте посмотрим на 1993 год. После дна 16 ноября 1992 рынок вырос до 15.97 5 января. Обратите внимание на эту дату. Торговля этим фьючерсом началась в 1983 году, а первая вершина сформировалась 4 января 1984. Если вы посмотрите на различные контракты, то увидите, что в первые 4 торговых дня формируются исторические или локальные максимумы, или минимумы. Если говорить о выбранном нами периоде, рынок сформировал вершину 5 января 90-го. Это было в 90 градусах от вершины 89 года. Также рынок сформировал дно 1 января 91-го. Затем вершину 5 января 1992 года, потом был минимум в январе, и затем снова вершина 5 января 1993 года. Эта вершина не стала наибольшим значением за год, но все же она была значительной вершиной, потому что после этого рынок упал до 14.78. От этого уровня мы ожидали рост 256 пунктов. В реальности рынок вырос на 257 до 17.35. Рынок консолидировался и продолжил рост еще на 256 пунктов до уровня 19.90 2 сентября. The extra 100%, giving 512 points from 1478, and it came in at 1990 on the 2nd of September. You'll notice the market is once again making a top in the first few days of the month. This is all about time by degrees. Отметим, что рынок снова сформировал вершину в первые несколько дней месяца. Все дело в градусах по времени, о которых мы говорили раньше. Если вы посмотрите историю, то увидите, что рынок формирует вершины в первые несколько дней месяца, начиная с 1989 года. Минимум берут свое начало с 18 сентября 1987 года. После этого следующий минимум сформировался 15 сентября на уровне 18.91, и рынок снова вырос еще на 257 пунктов. После этого я вел семинар в Брисбене, на котором было около 700 человек. Я огласил свой прогноз о вершине рынка в начале ноября. 2 ноября рынок сформировал вершину на уровне 21.48. В 1988 году рынок также формировал вершины на уровне 21.55. Многие из моих слушателей
продавали именно от уровня 21.48, поскольку это составляло 257 пунктов от предыдущего минимума. Well, here we are, the yearly top, and it was 7 points off. It was actually a couple of days off my forecast too, but many of my students were shorting the thing right on the 21.48 because that was once again the 257-point range. Now, there are the years. На этом графике история торгов с 89 года. Вы видите вершину в 89-м, падение до 91-го, дно также в 89-м на уровне 14.08. Это дает нам диапазон 447 пунктов от вершины. Позднее я вам расскажу, что падение до 91 года составило 150% или 671 пункт. При квадрировании эта цифра превратилась в 671 день. Если этот промежуток времени, через этот промежуток времени наступает дата 17 ноября 1992, а рынок сформировал дно 16 ноября, то есть через 670 дней. Таким образом, произошло квадрирование цены и времени. I think it's probably best now if we leave the bells and whistles and we get right into the trading. And I'll work you through an incubator chart, and I'll just give you some idea of the work that we do at the incubators and some idea of how Мы провели ряд сделок при росте рынка на 100 и 200%. Я покажу вам, как работает на графике, когда мы будем проводить трейдерский инкубатор, и пару идей о том, как быть в рынке. Вот письмо от Макса Кларка, одного из трейдеров. Интересно наблюдать за тем, как другие люди делают то, что я делал годами. Многие люди прошли мои курсы с мечтой стать миллионерами с помощью торговли, и лишь несколько из них добились этой цели. Давайте рассмотрим график S&P 500. Мы видим две вершины в начале 92-го и в сентябре. Затем падение в октябре. Механизм снова отработал, двойная вершина сработала. И затем мы получили падение на 200% от диапазона. Это произошло до того, как мы выступили и провели наш первый торговый план, который нивелирует эти диапазоны и показывает, как нужно торговать. Перед тем, как перейти к моим графикам, я покажу вам вот этот график. Это декабрьская пшеница. Мы видим ту же историю. Первая вершина 7 мая 93-го, вторая вершина 10 июня. Мы видим ту же историю. Между ними есть минимум 21 мая. Следующая вершина сформировалась 13 августа. Только это дно, а не вершина. Это 200% от диапазона, от той двойной вершины. Это еще раз доказывает, как работают эти правила. Я часто говорю, что торговля подобна полету на самолете. Вы должны сконцентрироваться на посадке и приземлении. У вас всегда есть надежда, что количество ваших взлетов совпадет с количеством посадок. То есть у вас не будет катастроф. Все ваше внимание должно занимать точки входа и выхода. А правила могут помочь вам увидеть точки разворота тренда. Если вы хотите торговать на экстремумах, вы должны хорошо знать правила. Мы посмотрим на график, и вы увидите, что вы не должны были держать, что вы не должны были делать на протяжении последних 5 лет. Сейчас мы перейдем к графику. On all the good rules and what you should have done over the last 4 or 5 years. We'll now swap to the incubator chart. I'll make it the June incubator, and then I'll
for 1993, and then I'll show you how the year unfolded. Июнь 93-го. В этой части видео мы будем работать на реальных графиках. Пожалуй, это наиболее приближенный вариант того, как мы работаем в нашем трейдерском инкубаторе. Вы должны помнить, что этот график нужно изучать 3-5 дней. То, что мы рассмотрим на графиках, непременно должно помочь вам. Оно построено на том, о чем мы говорили ранее. Это вершина 1987 года и последующее падение австралийского рынка. Вы также видите минимум в ноябре этого года. Мы не достигли таких новых вершин, которые были бы на уровне 87-го, хотя многие другие рынки дошли до уровня 87-го в 90-м году. Но помните, что все рынки работают одинаково, и это может стать подсказкой вам о том, куда будет двигаться рынок. Вы видите, что календарная линия находится ниже торговой. Это он, наверное, говорит про угол. Потому что количество календарных дней больше, чем торговых. Итак, это наша вершина. Это линия, нижняя линия 1.1 по календарным дням, верхняя 1 к 1 по торговым дням. Нижняя линия оказывает поддержку. Вот на уровне 18.40 и на уровне той даты, в которой произошла война в Персидском заливе. Линия 1 к 1, то есть 45 градусов по торговым дням, оказывает сопротивление в июле 90-го, начало войны в заливе. Она совпала не совсем точно, но тем не менее дает представление о квадрировании цены и времени. Вам необходимо знать о значительных минимумах на графике. Иначе у вас будет неправильное мнение о квадрировании цены и времени. В качестве примера, как квадрировать цену и время, вам нужно построить линию 45 градусов от значительных вершин и минимумов. Вот линия 1 к 1 по торговым дням, она оказывает поддержку минимуму 89 года. И затем квадрирует цену на вершине 89 года. Тут он рассказывает про то, что он проводит угол 45 градусов, когда он пересекается с уровнем предыдущей вершины или дна, происходит квадрирование, и в эту дату можно ждать разворота тенденции. Он показывает, как была найдена дата разворота. Это было квадрирование. А теперь посмотрим на время по градусам. Оно дает нам множество примеров. Минимум 89-го был ровно 180 градусов от максимума в июне. Я расскажу вам пару вещей об этой вершине. Она была в 180 днях от минимума этого года. Также она была в 180 неделях от значительной вершины в 1986 и в 180 месяцах от минимума 29 сентября 1974. Я могу публично выступать с такими прогнозами, лишь когда все совпадает.
тогда я могу сказать, что будет изменение в тренде. Ошибка, которую делает множество трейдеров, состоит в том, что они хотят услышать от меня годовой минимум или максимум. Это возможно, но они хотят услышать это через неделю после семинара. Вам нужно знать, что так не бывает. Вам нужно работать, и не забывайте, что вы можете ошибаться, и я могу ошибаться. Вы можете использовать вершину 89 в качестве примера. И с течением лет вы увидите, как это работает. But use that 89 as an example, and you'll see the years over time working out the same way. I went over the week chart for 100 years because I heard. Я смотрел на недельный график за 100 лет, такой, как строил Ганн, и увидел эти тенденции более четко. Мы говорим о времени в градусах. Вершина показывает 4 января, находится в 90 градусов. Далее вершина 17 июля 90 года, 180 градусов, перед минимумом войны в заливе, что стало одной из причин того, что я назвал 16 января изменением в тренде. Поскольку это было в 180 градусах от вершины. Таким образом, я все время использую время в градусах и квадрирование цены и времени. А также круглые даты. Круглые даты являются частью времени в градусах, например, 180 дней и 180 недель. Для того, чтобы сделать долгосрочный прогноз, вам следует обратиться к недельному и месячному графикам. Я практически не использую годовые графики, но я смотрю на 15 лет назад, поскольку это 180 недель. Вы должны использовать все временные периоды. Это позволит вам дать прогноз, который может сбыться. Сейчас я покажу вам, что я называю скоростным углом. Вот минимум 87-го. И вершина 88-го. Это угол, по которому ушел рынок и сбалансировался на нем. Мне кажется, это около 2,88 пунктов в день. Теперь мы возьмем минимум 89-го и увидим, что этот же угол привел нас к вершине 89. Затем мы видим, как этот же угол привел нас к еще одной вершине. Также угол может идти вниз и покажет нам минимум. Этот угол показал более 70% максимума и минимумов того времени. Теперь я покажу, как это работало в будущем. Этот график построен на данных после июня, и мы увидим, как это можно использовать. От минимума до максимума 91-го рынок прошел 355 дней и вырос на 535 пунктов. Мы смотрим от минимума и ожидаем движения именно на 535 пунктов вверх, которые должны закончиться 5 ноября. Это даст нам вершину 93 года на уровне 1976. Я верил в то, что вершина будет сформирована именно там. В реальности рынок сформировал 2 ноября. Многие скажут, что 31 декабря прошло через эту вершину. О чем он говорит, непонятно. Но это фактически уже часть 1994 года. Таким образом, я называю вершину 2 ноября годовой вершиной, поскольку она была вершиной этого цикла. Да, она была пересечена более высоким значением 31 декабря, но это уже было движение к вершине 1994 года, и не стоит работать с вершиной 31 декабря. Это ничего вам не даст, в отличие от вершины 2 ноября. Это недельный график, мы видим ускоряющиеся углы. Но вот эти углы для 1994 года. Мы рисовали все ускоряющиеся углы для 93-94 года. Теперь я вам покажу 150% диапазон.
Вот диапазон в 447 пунктов, и 150% приводит нас к 1184, о которых я вам говорил. Я расскажу вам немного больше об этих углах, чтобы вы поняли. Я покажу, как я их проводил. Это мое изобретение. Я возьму зеленый карандаш для углов, идущих вверх, и красный для тех, что идут вниз, и использую нижний график, который приведет нас к концу 1994 года. Мы проводим эти линии 18 января 1994 в мой 50-летний день рождения. Чтобы вы запомнили день, в который мы рисовали график. Я беру два треугольника. Один ставлю вдоль нижней границы, а второй ставлю так, чтобы линия соединяла максимумы и минимумы. Рисую линию зеленым маркером. И затем продвигаю вправо нижний треугольник, потом по нему продвигаю верхний треугольник, таким образом рисуя параллельную линию от минимума. И мы получаем угол с той же скоростью. Точно так же мы рисуем и от следующего минимума. Теперь мы видим, как мы движемся от минимумов к максимуму. Вы никогда не сможете нарисовать угол от вершины 89 и 87, поскольку в эти годы были провалы рынка. Он двигался почти вертикально вниз. Поэтому скоростные углы от этих движений рисовать бесполезно. Теперь мы нанесем на этом графике углы. Вы видите, как я провел черные линии, чтобы знать, как мне проводить цветные линии. Мы двигаем треугольники и проводим еще одну линию. Также это еще один пример того, как рынок прошел 100% диапазон от предыдущего минимума. Проводим линию от двойной вершины. Она попадает как раз на минимум 92-го. Этот угол даже более важен. Поскольку он длится во времени. Также интересно сравнить временные интервалы в этом случае. Рынок рос в течение 355 дней. Because it's long enough to use as a time frame. It's always interesting to compare the time frames of those, but in that one, the market did 355 days. So what we did at the October incubator, and I'd like you to look В at this октябре мы с closely, инкубатором we said проводили that is our следующие вещи. possible top. Мы Now, говорили, this was done что вот эта вершина, 6 months or longer in advance. So we это наша set the возможная thing up, we said вершина. that's our Здесь possible находится top. We had множество all sorts of различных angles углов. coming through around there. Мы возьмем угол, по которому двигался рынок в 92-м, the angle that the market's running up on, the 1992 top, and we run it right и проведем его we'll get an angle off the 1876. от уровня 1976. Because we got this range, Мы получили этот уровень, поскольку использовали этот диапазон и считали его приемлемым. Рынок рос, затем опустился до ускоряющегося угла, затем снова начал расти, находясь над ним. Скорее всего, он снова опустится и будет идти вверх к нашей цели под этим углом.
Со времени июньского инкубатора следует отметить, что рынок образовал минимум на уровне 1995, на том же углу, который мы строили. Вы видите, как эти же углы работают, и рынок достиг точного значения 21.48. Ускоряющийся угол был построен в июне, и он оказывает поддержку рынку. Вы видите, что я достаточно часто использую ускоряющиеся углы. Это мое изобретение. Многие используют линии тренда для этого, но мои углы нравятся мне больше. Я придерживаюсь простоты в инструментах. Я использую повторение одинаковых диапазонов 150 и 200% рост. Мне кажется, что 150 и 200% являются более сильными, чем просто 100%. Я торгую чаще на 150% от диапазона, чем на 100%. Когда рынок проходит 200% от предыдущего диапазона, я обычно фиксирую прибыли. Если после 200% все остальное выглядит хорошо, время в градусах, равное временные промежутки, и они тоже дают 200% от диапазона, тогда я могу торговать возле экстремумов. Период 355 дней от 91 до 92, о котором я говорил фактически, то же самое, о чем я говорил на пленках. Помните, я говорил о первой вершине 87-го, на которой я торговал. Прибавим 169 дней к минимуму 86-го. Мы получаем эту вершину. Я сделал это, поскольку 168 было предыдущим диапазоном от минимума 85 года. Я говорил об этом в моих видеокурсах. Этот диапазон реализовался в точности 13 января 87-го. В 93-м не хватило 2 дней для точного попадания по времени. Эти вещи продолжают работать. Вам нужно следить за деталями. Я показал вам примеры, на которых индекс S&P 500, майская пшеница отлично работали. В 1993 году многие были свидетелями того, как прогноз, который я сделал в 1988 для бобов, сбылся с точностью до дня. 19 июня 1993 рынок сформировал минимум. Затем он вырос на 200% от предыдущего диапазона. На этом можно было отлично торговать. Я лишь хочу сказать, что история повторяется. У вас есть все, чтобы сделать хороший прогноз. Вам остается лишь работать над своим торговым планом и придерживаться его. Я желаю, чтобы в 1994 году вы отлично поработали. Спасибо вам за вашу поддержку. Дальше он долго говорит спасибо и повторяет одно и то же. It's going to be a great year for trading. I'll be all over the world this time. I've got commitments here, there and everywhere. I hope I bump into you. But if I don't, at some stage of the game, it'd be really lovely if you could get along to one of the trading incubators. I can guarantee you we have a lot of fun there. Thanks again, and thanks for all your support over the last 5 years.